Ребята, всем привет! Сегодня мы будем разбирать, как ловить щуку на лягушку. Приехал я на небольшое озеро, стоит красивый туман, все предвещает хорошую рыбалку. Кстати, ловить-то мы будем щуку. Итак, погнали! Когда ловите лягушкой, не ставьте на поводок никаких дополнительных приспособлений, карабинов, безузловок, просто классическая струна. Иначе вы будете постоянно цеплять кучу травы лишней. Лягушки бывают в основном двух типов. Это остроносые и такие, у которых передняя часть выполнена как у поппера. Вторые мне немного больше нравятся. У них игра более разнообразная. Можно их вести как поппер. Но хотя и остроносые тоже работают отлично. Приехал я сегодня на пруд в надежде половить на классические поверхностные приманки, такие как поппер, квокер. Но оказалось, что уровень воды сильно упал. И уже классикой тут не половишь. Слишком много зацепов. Ух ты, блин, промазала. Поэтому я перестроился на ловлю на лягушку. Ну и заодно решил рассказать, как же я ловлю на лягушку щуку. Начнем с заброса. Заброс лучше всего делать, если очень много травы, делать прямо на траву. И потом потихоньку стаскивать на более-менее какие-то чистые пространства. И делать проводку. Опа! Блин! Отвык от лягушечки. Паузу-то надо делать. Такс. Сейчас я тебя все-таки поймаю, тварь. В классической ловле на лягушку, когда она на двойнике выполнена, делать при поклевке паузу обязательно. И желательно подольше. Но, как правило, перестроиться с обычных поверхностных приманок на лягушку не всегда быстро получается. И вот эта реакция на поклевку, а поклевка обычно выглядит яростно и неожиданно, получается, ты подсекаешь моментально и происходит сход. Но я ловлю на модернизированную лягушку. У нее здесь небольшой сделан одинарник сзади, он как бы вынесен от самого тела. Поэтому уже не выдержка этой паузы не столь критична. Иногда даже без паузы даже получается подсечка лучше, потому что даже если щука промахнулась, вот этот отставленный одинарник позволяет ее подбагрить снаружи. Как сделать такой одинарник, можете посмотреть видео на моем канале. Я уже неоднократно об этом говорил. Называется модернизация лягушки. Не зацепляйки. Есть! И вправо. Красотка. Такая не особо большая, до килограммчика. 2 раза
нападала на мою лягушку. В конечном итоге я ее взял. Кстати, попалась вот за динарник дополнительный. Ну все, газуй. Ну, что ты? По поводу проводки, что можно сказать? Я веду обычно рывками. Частота рывков и скорость самой проводки подбирается экспериментальным путем уже на водоеме. То есть сперва у меня такая средняя частота рывков и средняя скорость намотки. Это такая поисковая проводка. Когда я вижу реакцию щуки, я могу замедлять, делать уже такие более частые рывочки, но вести более медленно, провоцируя щуку. Это часто помогает. Иногда паузу подольше, наоборот, делаешь. Смотришь, как реагирует щука, и тогда уже делаешь выводы. Ты, блин, это свечка была. Есть. Блин, сильная какая-то. Прям катает меня под пруду. Так, залезла куда-то в травку. Так, как бы так сделать, чтобы ты не сошла? Хорошая. Блин, сильная. Да что ж такое? Как с тобой справиться-то? Ого. Это глушечка точно. Смотрите, какая. Гляньте, красоточка. Взяла на одинарник. И хорошо так попала в угол рта. Фу, так бы, наверное, сошла. Ну-ка, улыбнись-ка в камеру. Видели? Какая улыбка. Так. Забила. Давай, сестра. Вот такая небольшая. Тоже на одинарничек попалась. Газуй. Часто, когда видите, когда щука атаковала какую-то рыбу, ну, в общем, проявила себя, вы видите, где она, обязательно прокидывайте эту зону. Есть большая вероятность поклевки. Я всегда так делаю, блин. Ну, 50% поклевки происходят. Может быть, не с первого раза, не с первого заброса. Просто прокидываете, провоцируете щуку.
она обычно зону не покидает. То есть где-то стоит в этом районе. Надо только подобрать приманку и проводку. Опа, рядом кого-то сидит. Опа, есть. Ага. Такая. Но лягушку заглотила прям полностью, видите? Сделал небольшую паузу. И все. Блин, лягушку, конечно, мне уже разорвали. Эти щуки. Теперь она будет пить воду. Скажите, блин, одинарник аж в жабры куда-то залетел. Надо аккуратно попробовать снять, чтобы спасти ее. Тихо. Все получилось. Все, можешь газовать. Основная проблема при ловле на лягушку, особенно щуки, заключается в том, что после нескольких поклевок щука своими зубами режет мягкую резину, и лягушка начинает пить воду. Соответственно, начинает тонуть, сбивается проводка. Уже нужно как-то корректировать ее. Уже большие паузы не поделаешь. Вот. Поэтому лягушка, конечно, приманка не особо долговечная. Нужно иметь с собой всегда несколько экземпляров, чтобы оперативно можно было поменять и продолжить ловлю. Есть. И даже вот по классике в такой траве сложно. Я обычно так не делаю. Я стараюсь форсировать, потому что тут очень много травы, щука сразу залетает в нее. Опять небольшая. А сейчас, кстати, взяла на двойник. Маленькая, обвешанная. Все, попалась. За хвост. Конечно, на двойник редко цепляется щучка. Чаще всего на одинарник. Чтобы она потеклась на двойник, нужно реально, чтобы она заглотила полностью лягушку, что не так часто происходит, потому что все-таки, когда заросли травы и поверхностная приманка, очень много промахов у щуки. Вот. Надо, чтобы она заглотила, и нужно четко дать паузу для этого. И тогда уже рассчитывать на удачу, что при подсечке двойник попадет ей куда-нибудь в тело, воткнется. После каждого заброса лягушку освобождаем от воды. Проверяем на новые порезы. Вот видите, кстати, сильно порезала. У меня уже пьет воду. Но я пока на нее еще половлю. Опа, блин, промазала. Прям в траве стояла, в самом кустике. Выходила сбоку. Поэтому попасть ей было сложновато. Ну-ка, давай-ка еще попробуем ее выманить. Оп, есть.
пошла. Давай, 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 ко мне иди. Вот она, красоточка. Ну такая, под килошку. Не особо большая. Давай. Расти большой и толстый. Оп. Вот сейчас вышла сзади. Блин, сошла. Жалко. Красиво вышла сзади. Пасть открыла. Все. Четко, небольшая пауза. Подсечка. Но что-то не срослось. К сожалению, при ловле на лягушку приготовьтесь к тому, что будет очень много сходов. Ух ты, ё-моё, вот это она. Ух, а что она такая сильная-то? Блин, сошла. О, вот сейчас вообще обидно. В траву занырнула и все. Прям сильная какая-то подруга. Интересно, первый раз, наверное, не она была, потому что там послабее щучка была, а это прям такая хорошая. Этот поводок аж поросячий хвостик завернулся. Так. Залезла в траву. Собака. Вылазь давай. Ай, блин. Ну вот. Опять сработал одинарный крючок. Ну как, грамм 800, может 900. Ну-ка. Давай-ка. Газанника. Ну что, ребят, на этом буду заканчивать. Ловите щуку на лягушку и берегите свои нервы. Кому понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe